Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале, и в этом видео мы будем усыпать наши ноготки мраморной крошкой. На этот дизайн меня вдохновили стильные интерьеры, а если точнее, то мы сегодня будем делать копию плитки терраццо. Венецианская терраццо – это кусочки камня, мрамора или стекла, залитое в единое полотно цементом. Изначально терраццо был способом утилизации отходов мрамора, но он до сих пор производится и набирает все большую популярность. Сейчас в моду вошел терраццо на цветной цементной основе с яркими кусочками горных пород. Его используют чаще всего для отделки пола и стен, а вот принт или рисунок часто можно встретить в предметах интерьера. Это могут быть вазоны, какие-то подставки, шкатулки. Рисунок уже используют даже в одежде и обуви. Мы не будем отставать от тренда и в дизайне ногтей. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной и будем начинать. Я уже выполнила маникюр, подготовила ногтевую пластину и буду наносить молочную базу от Nail Apex. Я наношу сначала тонкий втирающий слой, затем я набираю больше материала и делаю выравнивание. Я распределяю базу почти как гель, потому что она довольно густая. Под дизайн, это пока что у меня безымянный и мизинец, я наношу тонкий слой белого лака и отправляю сушить в лампу. Для фона под мраморную крошку я буду использовать черные блестки двух разных размеров. Одни у меня очень мелкие, а другие побольше. Вы их не раз уже видели на канале, и кто спрашивал, где такие купить, то именно такие уже, наверное, нигде, так как такой баночки уже больше 10 лет, а большая упаковка у меня из магазина рукоделия. Но я часто вижу черные блестки, например, в таких колбах, только всегда обращайте внимание на их размер. Мелкие блестки это 0,4 размер и меньше, а крупные это 0,8 и больше. Можно взять промежуточный размер между 0,4 и 0,8, либо же взять еще больше. Но это на тот случай, если у вас нет лака или топа с такой крошкой, потому что мне кажется, уже абсолютно все марки выпустили такие йогуртовые лаки. Наношу я этот замес блесток сразу на два ноготка и помогаю им распределиться. После просушки я очень тонко нанесу молочный гель-лак, чтобы немного приглушить черный цвет. И уже на этот гель-лак я буду переносить свою мраморную крошку. Можно было пропустить этот шаг и перенести уже на гель-лак с черными блестками. Ну а теперь часть видео о той самой мраморной крошке. Зачем, почему и из чего.
Это, как можно было догадаться, самодельные камифубуки. Абсолютно все цвета, которые я выбрала, нанесены на белую основу. Для этого я использовала белую гель-краску от Fox. Для нанесения можно выбрать бумагу от нижних форм, пакет или файлик, что угодно, от чего после полимеризации отойдет гель-краска и лак. Я вот, например, вообще решила использовать обычный скотч, я его сложила в несколько раз, чтобы такая палитра была более плотной. На свою палитру я наношу тонкий слой гель-краски и отправляю ее сушить в лампу. Затем после просушки на гель-краску я наношу гель-лак нужного оттенка. Гель-лак я наносила в 2 слоя, так как они не очень плотные. После просушки гель-лака я снимаю липкий слой, и это именно обязательно, чтобы ничего не прилипало к ножницам и они не склеивались между собой. Все цвета я смешивала самостоятельно, чтобы подобрать максимально гармоничные оттенки к своему синему цвету. И я решила, что моя палитра будет холодная, с теплыми оранжево-желтыми и даже коричневыми вкраплениями. В конце видео я оставлю примеры крутых сочетаний. И если все еще непонятно, почему я не рисую от руки, а заморачиваюсь, как мне часто это пишут, то вот вам пример. Слева рисунок от руки, а справа с самодельными камифубуками. Во-первых, не поверите, но от руки дольше рисовать и дольше смешивать. И в итоге у нас все равно получается нечеткий контур. И кое-где можно даже видеть, что лак просвечивает. Теперь давайте представим, как это рисовать, если фон не белый, а допустим какой-то темный, ну черный или коричневый. Большинство светлых лаков будет не видно, и нужно будет или от руки рисовать белую основу каждой цветной крапинки, или наводить 2-3 плотных слоя. Еще у меня были заготовки просто из гель-лака без белой основы, и они хорошо смотрятся только на белом фоне. Но на фоне с черными блестками некоторые лаки могли даже их просвечивать. Ну а на черном фоне в качестве примера я сейчас перенесу на левую сторону камифубуки без белой основы, а на правую с белой. И вы увидите, как желтый стал таким горчичным, темным, зато правая сторона не поменяла цвет. На белой гель-краске гель-лак еще хорошо держит форму. Гель-лак в 2 слоя без этой основы после лампы скручивается и становится очень мягким, его неудобно нарезать. А гель-лак на краске, он остается плотным, он держит форму, а главное, что толщину он особо не добавляет. Кроме гель-лаков можно еще использовать и обычные лаки для ногтей. У меня, например, вот такие. Только минус в том, что нужно наносить в 3 плотных слоя и, естественно, долго сушить, прежде чем нарезать. Они такие же пластичные, как и гель-лак в 2 слоя. И если, например, нет подходящего гель-лака, но есть обычный лак, то почему бы и нет. Ну а что касается времени на этот дизайн, то, конечно же, будет долго, если вы сначала замешаете цвета, потом подготовите основу, а это еще и все и нарезать нужно. Но я советую заняться этим хендмейдом заранее. С крошкой лака ничего не случится, если вы ее сделаете за пару дней или за неделю. Либо вечерком под сериальчик вы сели, замешали себе цвета, настружили себе этой мраморной крошки, а днем уже выполнили дизайн. Поверьте, это вообще не утомительно и очень быстро. Вернемся к нашему дизайну. Крошку я набираю апельсиновой палочкой, смоченной в базе. Так как у меня основной цвет темно-синий, то из синих элементов я наставляю на ноготь больше и кое-где я разбавляю синий другими оттенками. Самые большие элементы лучше расположить в центре, а маленькие и совсем мелкие по бокам. Это все для того, чтобы после перекрытия топом сильно ничего не опиливать. Декор хоть и тонкий, но если большой элемент расположить где-то с краю, он может сильно торчать.
Я переношу свой декор сразу на 2 ноготка и отправляю сушить в лампу. После просушки я перекрываю декор топом и делаю пока что минимальное выравнивание. Просушив топ, мне стало лучше видно, где декор дает объем и торчит, поэтому я сейчас немного забафлю ноготь. На указательном и большом у меня будет однотон, а вот на среднем мне прям сильно хотелось втирку. Вообще, если что, то я сейчас зеркало рисую. Просто я представила, что мой ноготь это какой-то из интерьеров, который я показывала в начале. Я решила сделать черный фон, чтобы втирка была более темная. И начинаю я дизайн именно с нее, потому что хочу, чтобы у втирки был более плоский блик. Я не знаю, честно, как это объяснить, просто я действительно вижу разницу, когда втирка наносится в самом конце, то блик более круглый и какой-то объемный, а когда втирка наносится в самом начале, то блик плоский. Втирку я ввожу глянцевым топом, просушиваю и затем убираю лишнее. Еще черной гель-краской я отметила себе линии по бокам, за границу которых мне будет удобно не заходить. У кутикулы у меня будет темно-синий цвет, а внизу белый. И в самом конце я введу втирку черной гель-краской без липкого слоя. Такой дизайн у меня сегодня получился. Я думаю, это не последнее видео в этой технике, потому что это очень быстро, это получится абсолютно у всех. Здесь не нужно ничего рисовать. И есть масса других дизайнов, где это удачно можно применить. Напишите, как вам этот дизайн. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Я буду ждать ваши комментарии и ваши работы по моим мастер-классам у себя в Instagram. Ну а на сегодня у меня все. До скорого в новых видео. Пока-пока.